Прошел уже практически год с момента альфа-превью New World. Как вы помните, я тогда отметил качество этой самой альфа-версии, ибо для альфы действительно было годно. Я хорошо знаю, что из себя игры на альфах представляют. Да, то, что это была по сути релизная версия, да, про это давайте мы умолчим. Плашка альфы стояла, вопросов не имею. Так вот, в том альфа-превью были хороши по сути три вещи. Первое — PvP-система, ибо сколько фана ты в коопе получал на вот этих PvP-фракционных квестах, это что называется честь имею. Второе — графон, конечно, который хоть и выдавал приземленные, но тем не менее очень красочные пейзажи лесов, полей, плюс довольно приятное звуковое сопровождение. Третье — это собирательство, когда каждое деревце можно срубить, каждый камушек добыть, каждую животинку пустить на шкурки и мясо, которое можно прям тут же на костерке приготовить. Ну и в некотором роде плюсом можно назвать чувство перспективы, когда разработчики не боятся признать, что игра не готова, исправлять игру по фидбэкам и вот этому всему. Я даже на секунду подумал, что в этот раз Амазоны смогут делать действительно красиво, учитывая то, что три проекта гораздо меньше и проще по концепции у них провалились с лютым треском. Ведь требовалось так мало: взять вроде бы неплохую и уже работающую концепцию, расширить ее, отбалансировать и нигде при этом не напортачить. Не так и сложно для компании, у которой нет проблем с деньгами и штатом, не правда ли? Сначала я хотел поговорить чисто про ЗБТ, но поскольку у меня нет полноценного обзора New World, думаю, пора бы это исправить. Меня зовут Даниил, вы на канале Котей. Это обзор New World, часть первая, где мы поговорим о low-level контенте, первом впечатлении за 50 часов ЗБТ плюс примерно столько же с альфа-версий. Я расскажу, что интересного увидел, что понравилось, что в игре вас ждет в эти самые первые 50-100 часов плюс-минус, именно в рамках раннего геймплея. Так как на ЗБТ я не успел взять кап, ибо был в отпуске, важные дела делал, я уже говорил. Про эндгейм контент мы будем говорить во второй части обзора, уже после релиза игры, чтобы я спокойно, не торопясь его изучил, а сейчас, да, больше про ЗБТ-версию, ибо она уже никак на релизе не изменится кардинально. Начинаем сразу после короткой и вашей любимой рекламы. Как известно, там, где собираются двое, сразу возникает экономика. Поэтому, едва появились первые онлайн-игры, народ тут же принялся строить виртуальный капитализм. Сначала все торговали на доверии, вскоре это царство лохов, то есть молодой рынок, наводнили мошенники всех мастей, тут же превратив его во что-то среднее между Диким Западом и Вестеросом. Все норовили наебать всех, прежде чем наебут их. В результате мораль в комьюнити падала, а подозрительность напротив росла. Так появились гаранты. Они предлагали проследить за тем, чтобы и продавец, и покупатель в результате получили обещанное, и никто никого не обманул. Ну, одних гарантов навык мошенничества был прокачан настолько, что позволял наебать обоих участников сделки сразу. У других же комиссия была такая дикая, что это почти напоминало наебалово. Да и мир не стоял на месте. Новые игры выходили постоянно, и в каждой была своя валюта, ключи от кейсов, питомцы и прочие золотые автоматы. Ну и, конечно же, свои 120 уровней, которые нужно было вдрочить. На поиск нужного предмета или услуги теперь требовалось времени больше, чем, собственно, на игру. Приходилось сидеть в тематических форумах, ловить предложения и при этом еще следить, чтобы тебя не кинули. Затем появились магазины, торговать стало безопаснее, но их ассортимент вызывал смех, заказы обрабатывались через жопу, зато наценка была конская. Короче, гроб, кладбище, гейм-овер. Но это пока биржа FunPay не появилась. Эти ребята вместо людей посадили роботов, чтобы те обработкой заказов занимались. Кормить роботов не надо, так что и комиссию за сделку установили небольшую. Потом прикрутили контроль безопасности, как гарант, только кидать не умеет. Ну и ассортимент расширили настолько, что магазинам только локти кусать остается. А главное, даже если у одного продавца нужный товар закончился, его можно попросту взять у другого. Короче, больше никаких анальных болей, только фан, профит и любимые игры. Итак, давайте еще разочек. New World — это MMORPG от игрового подразделения компании Amazon на движке Lumberyard, который является переделанным CryEngine, при этом сохранивший в себе болезни и главные проблемы прошлых версий сего двигла. Например, издание Wall Street Journal заявило, что одна из главных проблем игр от Amazon в целом как раз таки этот движок, а точнее корни CryEngine, которые дико мешают разработчикам, и от этого движка отказались все уже кто только можно, и разрабы Star Citizen, переписав его чуть ли не с нуля, хотя Citizen Engine все еще на базе CryEngine работает, и разрабы Arcade 2, ушли они на Unreal Engine 5, так как CryEngine запорол им всю малину с первой частью, исходя из интервью с Джейком Сонгом. В общем, да, движок в долгосрочной перспективе оказался, ну, такое себе. Я считал, что он хорош, правда, но потом грамотные дяди мне пояснили, что, чувак, нет, это не так. Но кто я такой? Я же не разработчик, правильно. Кроме этого, позволю вам напомнить, что игра
игровое подразделение Amazon не справилось даже с более простыми по концепции играми, такими как шароварная гоночка The Grand Tour Game, околоспортивная игра Breakaway, а также самоубийца Overwatch Crucible, который после релиза и переделки прожил всего месяц. В среднем Amazon просрала на игровом подразделении уже $500 миллионов, не сделав ни одного успешного проекта. И вот, не справившись даже с мелкими сессионками, они решают залететь по-крупному. Почему у Amazon все так плохо с точки зрения игрового подразделения, вы узнаете уже в самом конце ролика. Но чтобы полностью это осознать, обзор нужно смотреть внимательно, вдумчиво и запоминать, что я говорю, чтобы в итоге сделать соответствующие выводы. Поверьте, это будет интересно, хоть и слегка душновато. Этот обзор сделан не с целью развлечения, а с целью расковырять механики и откуда у них растут ноги. Я рассчитываю на вашу поддержку, и Мхону за такой материал лайкос поставить стоит. По башке себе стучи, блядь. Изначально New World должен был стать survival игрой на большое количество человек. И когда игра уже напоминала Conan Exile для бедных, они меняют свое решение и начинают делать свой собственный Albion, PvP-ориентированную MMORPG с фулл лутом и нон-таргетом. Урезают по максимуму сэндбокс элементы. Строить больше ничего нельзя, остаются только шаблонные города и замки. В игре остается фулл лут PvP система, и вроде бы норм, продолжайте развивать эту концепцию. Но нет. Амазоны посчитали, что это принесет им слишком мало игроков, так как фулл-лут игры довольно специфичны, и Амазоны решают делать полноценную MMORPG для всех, не переделывая все с нуля, а просто отрезая старые элементы и пришивая на их место новые. Что из этого получилось? Ну давайте посмотрим. После довольно неплохого вступительного ролика, который рассказывает про неисследованную землю где-то там, за морями-океанами, где сила великая таится, азотом называется, вас встречает редактор персонажа. Без ползунков, без какой-либо вариативности. Можно создать только человека, понятное дело, причем нет ограничения на прически мужские, женские, мы это одобряем, да. А также можно выбрать для волос любой цвет радуги. Испанские конкистадоры как-то так и выглядели, кстати, исторический факт. Проблема в том, что это объективно плохой редактор. Мало того, что тут можно создавать лютых клоунов, и поверьте, на протяжении игры вы будете регулярно встречать всяких джокеров да прочих ловушкеров. Так еще и более-менее красивого персонажа вы не настроите. Хороший ММО должно быть так. Либо у тебя много раз и тебе позволительно за счет этого разнообразия юзать систему шаблонов, либо у тебя только люди, но сделаны они максимально хорошо, с кучей ползунков и прочего кастомайза. Далеко ходить не надо, лучший редактор людей в Black Desert, Moonlight Blade, Swords of Legends Online. Редактор в New World просто ни о чем. Но это еще ладно, все равно вы броней все это закроете, хорошо допускаем. После игры, так же как и на альфе, мы проходим короткий туториал, где нас учат атаковать, блокировать, уклоняться и жрать. Ну и в итоге схватка с мини-боссом, который, я должен признать, довольно крутой. Попадаем мы в мир игры, и нет, не бежим на все 4 стороны пока что, мы продолжаем выполнять сюжетную туториал-цепочку, где нас научат прочим базовым вещам, вроде создания костров и жарки на нем свиней. Где свиньи, блин? Народ требует свиней. А также отправят убивать мобов и собирать ящики, попутно выдавая новые виды оружия и брони в сундуках. После чего отправят в ближайший город, где обучение продолжится, и вы научитесь брать квесты с доски, крафтить более сложные вещи, обрабатывать ресурсы, и в итоге все закончится вступлением в одну из 3 фракций: Мародеры, Синдикат, Ковенант. Фракции отличаются практически ничем. Совсем чуть-чуть внешним видом, цветом иконки тоже. Каких-то прям кардинальных отличий вы не встретите, и куда вступать, по сути, пофигу. Чаще всего просто вступают в доминирующую фракцию по максимуму. Например, максимум ру игроков сидят в Синдикате, хотя по мне они чуханы и мародеры лучше. Но если в WoW я принципиально играю за Орду, потому что стилистика и раса троллей, моя жизнь принадлежит Орде, а в свитках я играю за Доминион, потому что лор и раса альтмеров, то тут мне просто насрать. Разницы нет никакой. Я не чувствую себя хоть немного уникальным от того, что пошел за местный Грув-стрит, а не за Баласов или Вагасов. Ну, кроме того, что моя фракция в PvP сосет. Да. Поговорим про графон и визуал. Они отличные. Мне этот момент понравился на альфе, нравится и сейчас. Игра очень красивая. Насколько отменно тут сделаны леса, болота, какой тут замечательный звук, когда ты хреначишь топором или киркой,
стреляешь из мушкета, и вот этот звук разносится на овер дофига, и ты можешь быть с другой стороны леса, но слышать, как кто-то на опушке рубит дерево или из мушкета палит по индюшкам. Это здорово, и это большой плюс. Правда, физика воды при этом абсолютно всратая, и вода выглядит как холодец. В смысле, это вообще полный капздец, вы посмотрите. Я уж молчу, что персонаж не умеет плавать, он просто шагает по дну и тонет, он никак не реагирует на воду. И нет, это никакое не лорное обоснование и не вес доспехов, вы можете зайти в воду хоть голым. В игре 2021 года не существует физики воды и механики плавания. Ее просто нет. Может быть, на релизе появится, может быть, через год появится, но ЗБТ ее нет. И по-моему, это очень странно. Но ладно, хрен с ним. Графика, визуал и звуки — это все же приятный плюс игры, который я не могу отрицать. Мне это нравится. Перед тем, как приступить к разбору прокачки, нам надо срочно поговорить о боевой системе. Да, боевая система у нас нон-таргет, но не совсем честный. Далее объясню почему. У нас есть прицел, у нас есть лайт-атака по нажатию ЛКМ и хэви-атака по зажатию ЛКМ. Также у нас есть блок на ПКМ и додж на Shift. Причем додж изменяется в зависимости от тяжести доспехов. Если ваш вес на уровне легкого, у вас будет перекат. Если средний или тяжелый, просто отскок. Плюс к этому вы можете таскать с собой два вида оружия. И выбираете вы оружие в зависимости от характеристик, в которые вы вкидываете очки. Так как есть скейл от этих статов, тут все довольно банально. Качаете силу, бегаете с тяжелым оружием вроде щита меча, молота и секиры. Качаете ловкость, бегаете с луком, рапирой, топором, копьем, мушкетом. Интеллект влияет на магический дамаг, то есть на посох огня и перчатку льда, фокус на реген маны и силу хила, собственно, ну и телосложение на количество хп. Можно качаться через одну характеристику, можно пытаться лепить гибридов, тут кто на что горазд. У каждого оружия есть две ветки. Чем больше бьетесь оружием, тем сильнее оно качается. Вы получаете специальные мастерки, которые вкидываете в скиллы и пассивки. На каждое оружие при этом можно выбрать всего 3 скилла на панель из и так довольно скудного набора. И чаще всего, если скиллы на одном оружии уходят в КД, люди просто свапают на другое и точно так же отправляют те скиллы также в КД и свапая опять на первое. Но это очень грубо говоря. Механика свапа при этом абсолютно примитивная. Между скиллами, между оружием практически нет никакой синергии. Каждая пушка — это самодостаточная фигня. Если вспоминать ту же механику свапа из ГВ2, да даже в ТСО, господи. Боевая система New World дико примитивная. Скиллов мало, они совершенно невзрачные, КД у них долгое, свап дико примитивный, комбинаций почти нет. К этому подключаются еще и дико корявые анимации, вот прям бревно бревном. Дикий жмых персонажа во время перемещения, а также попросту неработающие увороты. Вы спросите, с чего вдруг они не работают? С альфа-версии боевая система изменилась, причем в худшую сторону. Причина простая — автодоводка. На альфе ее не было, и если вы промахнулись ударом, то вы промахнулись. Теперь это так не работает, и у оружия довольно большое окно притягивания. То есть, если вы ударили врага, то до него остается какое-то расстояние, вас к нему подтянет. И чем тяжелее пуха, тем больше дистанция, с которой вас к нему притянет. Это уже уничтожает всю суть и концепцию боевой системы альфы, которая была реально неплохой. Я не знаю, может на релизе это можно будет отключить, но вряд ли это хоть что-то изменит, ибо у мобов эта автодоводка, можно сказать, тоже есть. Плюс мобы еще и стаггерят вас. Ты хочешь от него увернуться в сторону, но враг к тебе притягивается и все равно наносит удар. На ЗБТ боевая система показалась мне в разы топорнее и неудобнее за счет этих гребаных автодоводок, за счет упрощения регистрации попаданий. Это та вещь, которая должна была сделать боевку чуть удобнее, но нет, она сделала ее хуже. Разрабы совершенно не понимают, как должна работать боевая система. Если вы играли в Dark Souls, вы легко поймете, о чем я говорю. Например, они привязали увороты к хитбоксам. У персонажа отсутствует так называемый iframe, то есть кадр, во время которого он игнорирует весь урон, во время которого происходит додж. Если на альфе, ввиду отсутствия автодоводки, это не так било по мозгам, ибо хитбоксы и регистрация работали корректнее, то теперь из-за упрощений даже при уклонении по вам будет проходить куча дамага. И проблема в том, что если вы хотите нормально уворачиваться, вам либо придется играть через лайтсеты, чтобы работал полноценный перекат и ваш хитбокс уносило подальше, либо через тяжелые сеты, потому что анимация уворота почти не изменится по сравнению со средней кожей, но хп и резистов у вас будет заметно больше. Я уж молчу про то, что перекат сломан и ему прерывают анимацию, но на дальность дистанции это почти не влияет. Мелочь, а неприятно. А еще вес брони персонажа совершенно не влияет на скорость бега, то есть вы в латах бегаете так же быстро, как в ткани. Очень логично, не правда ли? Я думал, это прикол
с альфы, но нет, это типа не баг, а фича. При этом работа с балансом, магией, все тоже сделано через задницу. Как вы помните, на альфе я плевался от геймплея за мага. Так вот, он почти никак не изменился. Да, маги теперь могут спамить лайт и хэви атаку на ходу, правда не бегом, а шагом. В PvP это дало им еще больше преимущества, а в PvE вообще никак не повлияло на их удобность. То есть маги еще сильнее насилуют в PvP все, что движется, и единственная пуха, которая способна их контрить, это секира с чарджем и мощной автодоводкой, в идеале в связке с молотом, остальное сосет большую жопу. Но в PvE маги точно так же посасывают в соло, и играбельны только в группе, в сравнении с любой мили-пушкой, конечно. Я не говорю, что за него вообще не вариант катать в соло, но кто занимался дизайном магов, я думаю, что ему надо гвоздь в голову забить. Или вспомните прикол с томагавком и его стагером. То есть фишкой топора был этот самый стагер, который разрабы по итогу выпилили. В теории надо радоваться, но на практике томагавк стал абсолютно убогим и бессмысленным оружием имхо. Лечить стагер томагавка надо было добавлением демишинга, как в том же Dark Souls, когда ты можешь через пару ударов уйти перекатом или уворотом, через тот самый кадр уворота. И на какое-то время стагер перестает действовать, пока работает демишинг. Но нет, демишинг это слишком сложное слово для геймдиректора игры, и они просто выпилили этот микроконтроль с оружия, полностью убив его уникальность и какое-то преимущество. Да и вообще оружие работает по очень странной логике. Вместо использования классической системы камень-ножницы-бумага, а именно разделения оружия на 3 основные категории и балансировки этих групп, чтобы одна группа контрила другую, а вторая контрила третью, третья при этом контрила первую. Все это сделано через жопу, и все это надо переделывать и балансировать еще очень долгое время. И на самом деле подобных приколов можно вытащить на поверхность очень много. Я рассказал буквально о парочке, и хоть отдельный ролик этому посвящать. Там косяки даже в элементарных мелочах, которые должен осознавать любой геймдизайнер-самоучка. И мое мнение, что боевка New World просто бессмысленна и беспощадна. Она максимально дисбалансная, она кривая, теперь у нее убогая автодоводка и полная регистрация попаданий. На альфе было не то что даже лучше, но хотя бы работала корректнее. Возможно, когда-нибудь она станет лучше, но пока что боевка New World просто плохая. С боевкой разобрались, возвращаемся к прокачке и геймплею. После продолжительного туториала вы вступаете в фракцию, начинается прокачка. В игре 60 уровней, и ваша задача их вдрочить. Делается это с помощью квестов, как несложно догадаться. Всего квесты можно поделить на 3 группы: сюжетные, городские, фракционные. Да, в игре есть даже сюжетные квесты. Суть их предельно простая: добежать до непися, взять квест, добежать до точки выполнения за километр, 2, 3, сделать рутинное действие, открыть город или фаст-тревел точку и вернуться обратно. Большая проблема сюжета в New World: он тут не нужен. Игнорировать вы его не станете, так как количество экспы за него дается огромное, плюс сюжет является атюном для тех же данжей, как минимум для первого. Но качество этого сюжета просто никакущее. Проще сказать, что его нет. Это беготня через 3 пизды колена ради выполнения какого-то рутинного действия, вроде убить несколько мобов, заюзать какую-нибудь шнягу или собрать сундук другой, и возвращение обратно. Огромное количество бэктрекинга, отсутствие диалогов, кат-сцен, интересных персонажей и прочего делает сюжет New World абсолютно бессмысленным и ненужным. Они даже не додумались сделать его интересно линейным, чтобы вы могли пройти через весь этот новый континент от точки А в точку Б как какое-то интересное путешествие. Нет. Вы бежите от точки А в точку Б, затем возвращаетесь в точку А, чтобы из точки А бежать в точку С, чтобы потом опять вернуться в точку А, чтобы из этой точки А сбегать до точки Д, и вы уже сами поняли, на какую точку вы при этом должны вернуться. На точку А, все верно. Чтобы от точки А снова побежать на очередную точку. Зачем такой недосценарий вообще добавили, непонятно. Видимо, чтобы было. Конкурировать с подачей сюжета в ТСО, СВТОР, FF14, ГВ2, БНС, Драгонес, даже Латрос его крутейшим эпосом, да даже с WoW в последних аддонах с MMORPG 2004 года New World не в состоянии. Есть тут и дополнительные сюжетные квесты, но они под собой точно так же ничего не несут, кроме «сбегай туда, принеси мне 10 медвежьих жоп и вернись обратно». Все они причем берутся в городах, где какой-нибудь важный писюн бумажный сидит и ждет вас вальяжно, а в мире вас не ждет при этом ничего. Ни залетного путника, которому нужна помощь, но это окажется чертовой засадой, ни охотника
охотника-неудачника, который боится залезть в пещеру с медведем, не заблудшего рыбака, который даст квест на поимку гигантской рыбины. Хотя есть один рыбак-квестгивер, но вы его очень быстро возненавидите, поверьте мне. Ни какого-то ученого, которому нужна помощь в древних руинах. Ничего нет. Это же исследование нового мира, в котором смешались куча временных эпох и народов, где должна быть куча интересностей, тайн, загадок, чтобы вы хотели залезть под каждый, сука, камушек и найти там что-то интересное на свою голову. Нет, ничего нет. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, это записка в копипастных руинах. Все. Вдвойне обидно, что лор у игры в принципе неплохой, и на его базе можно было либо построить интересный сценарий, либо просто его не добавлять и оставить весь сюжет на записках и итемах, как в Dark Souls играх, но увеличить количество экспы за них, дабы была мотивация их искать и читать. И да, мне обидно, что локации игры, которые порой сделаны очень достойно, и хоть руины и обелиски просто Ctrl-C, Ctrl-V, все равно выглядят порой здорово, но это всего лишь декорации. Хотя тут можно добавить просто кучу интересностей, но в этом мире нет ничего. Еще пару слов про беготню. В игре нет маунтов. Вообще. И они сюда не встанут. Мир игры изначально делался под выживач. И тут персонажи с врагами в текстурках порой застревают так, что мое почтение, а маунты сломают вообще все. Но проблема в том, что система Fast Travel развита совершенно никак. На весь нод, на всю локацию есть 1-2 точки Fast Travel, и еще одна есть в городе. Перемещаться между точками при этом свободно нельзя, то есть вы не можете сделать квест и спокойно телепортироваться в город. Нет, вы должны добежать до точки и сделать телепорт от нее только, ну или ждать отката возвращения в таверну раз в час. Зачем такая бредятина, я не понимаю. Если я не бегаю в PvP и не делаю PvP квесты, если я не в бою, почему я не могу сделать возврат в город или к точке телепорта с того места, где я стою? Эти точки расположены в абсолютно бессмысленных порой местах, они неудобные и еще очень дорогие. Знаете, что делают игроки? Абузят смерть. В смысле, они просто умирают, чтобы вернуться либо в город, либо в лагерь, потому что починиться дешевле и быстрее, чем тратить время на бэктрекинг. Вся эта система путешествий полная бредятина. Азота будет вечно не хватать, потому что его надо тратить на крафт. Кап азота в 1000 маленький, а одно путешествие сжирает больше сотни. При этом тпшиться с любого места ты не можешь. В чем проблема была сделать, что путешествие между точками бесплатное, а с любого места за азот непонятно. Ах да, игроки будут слишком быстро перемещаться по миру, и мы тогда не сможем продать таймсейверы. Но и игроки будут слишком быстро делать квесты и набивать левел, без беготни по 15 минут туда-обратно за каждый квест. А амазонам такое не надо. Это искусственное растягивание время затрат. Еще и дико халтурное. И да, я в курсе про возврат в таверну. Раз в час. Это полный позор. Однако прокачка тут не только по сюжетным квестам. Более того, приближаясь к 20 уровню примерно, количество этих самых сюжетных квестов, слава богу, резко уменьшается, и до следующего сюжетного квеста нужно качаться на сайдах, к которым мы и переходим плавно. Самый профитный способ прокачки, по крайней мере в реалиях ЗБТ и предрелиза, это городские квесты. 4 города для прокачки с 1 по 25, 3 города для прокачки с 25 по 35, с 40 в случае с Брайтвудом, 3 города для прокачки с 35 по 45, до 50 в случае с Грейт Кливом, ну и 2 города для прокачки с 50 по 60 далеко в горах на севере. По идее, тут мы можем увидеть подрезанную фишку из Ashes of Creation, о чем Стивен Шариф, кстати, высказывался разок, но это уже в обзоре на Creation расскажу. А именно, города представляют собой ноды с прилегающей территорией, с той лишь разницей, что реализовано это намного более примитивнее, чем в Ashes of Creation. Но это уже совсем другая история, то есть город сначала представляет собой лишь деревню, в которую заложена инфраструктура, но еще не развита. Игроки набирают квесты с доски, дабы заливать опыт. Плюс компания, то есть гильдия, которая держит нод, покупает апгрейды за золото. Сам город при этом никак не меняется, кроме как внешне. То есть сарай становится сараем поновее, станки становятся получше и можно крафтить более продвинутые рецепты, а хаты в городе дорожают. При этом структура никак не меняется, как и стилистика. Даже от фракции, которая держит город, что довольно скудно. Но это ладно. Суть этих самых городских квестов самая элементарная. Вы максимально репетитивно повторяете 3 вида квестов. Собрать какой-то ресурс, убить каких-то мобов и собрать ящики. Ну и изредка что-то скрафтить простое. И все. Сдаете и по новой. В смысле,
Это реально все. И проблема в том, что это на данный момент самый профитный метод прокачки. Выполнение 3 видов квестов по кругу на протяжении доброй сотни часов. Причем это еще и слишком быстро. Амазоны хотят увеличить время прокачки, а потом впихнуть в игру бустеры, как мы недавно выяснили. Спасибо, что не прям на релизе. Амазоны сделали игру про курьера Amazon. Вы берете заказ, бежите на точку хрен знает куда, квесты раскиданы дико сумбурно. Делаете рутинное действие, бежите обратно и повторяете все по кругу. И вас будут регулярно посылать на одни и те же точки, в одни и те же поселения и пещеры, дабы вы снова и снова запинывали бедных местных аборигенов-зомбей и лутали те же самые сундуки, отрывали жопы кабанам и волкам, а также пылесосили ресурсы. Все. Повторить до 60 уровня. Вы скажете, ну вот в линейке и БДО вообще квестов нету, там тупо на поляне стоять. Так в том и соль. Вместо этой бестолковой беготни туда-сюда можно было сделать интереснее. Можно было пересмотреть количество мобов, чтобы ты их убивал больше, но и получал больше экспы с квеста, а не убил 5 штук и опять бежать как ошпаренный. Можно было привязать это к ивентам на карте, как в ГВ2, а-ля городу надо, чтобы ты разобрался с зомбями на ферме. И вот вы бежите с пачкой и бьете зомби. Выполнили ивент и тут же на карте бежите на другой, без постоянных возвращений в город. А в город только починиться, передохнуть и расходники обновить, да крафтом заняться. Ну и награду за ивенты забрать. Чтобы ты пробегал вот так весь день за забором. В город возвращаешься и на тебе тонна экспы, золота и токенов сыпется. Так ведь проще в разы. Но почему-то я до этого додумался, мелкий ММО-блогер из Усть-Перепиздюйска, без специального образования, а гейм-директор игры, который получает на большую зарплату, нет. Вариантов, как сделать это интереснее и оживить мир, их десятки. Ну зачем их делать? Вы же и так схаваете. Да и вообще, что я вам свое мнение тут навязываю все время на своем личном YouTube канале? Что этот блогер себе позволяет? Но квесты с доски не единственные. Есть еще квесты фракционные. Точно так же в каждом городе стоит непись вашей фракции, которая дает вам 6 квестов, 3 обычных и 3 ПВПшных. За ПВПшные вы получаете влияние вашей фракции в городе. Когда полоска влияния заполнится, ваша фракция может начать осаду и захватить город. Основные привилегии, конечно, получает гильдия, которая держит вашу собственную деревню. Ну и просто игроки доминирующей фракции получают бонусы из разряда чуть больше опыта, чуть больше добыча и склад, совмещенный между городами, вроде бы. Однако, у всей этой системы есть проблема, о которой мы поговорим уже в ветке ПВП. Пока поговорим за сами квесты, которые, не поверите, абсолютно такие же, как и на доске. Никаких фундаментальных отличий у них нет. Это те же самые квесты на убийство зомби, лутанье сундуков и сбор условных кабаньих жоп. Ну и изредка вам дают квест, когда вам нужно прибежать на точку и постоять на ней пару минуток, после чего вернуться назад. Нет, квестов на убийство игроков, захват точек, убийство каких-нибудь архиважных неписей для вражеской фракции. Их нет. Исключительно ПВЕшная ерунда. И что самое смешное, за ПВПшные квесты награда порой хуже, чем за ПВЕшные. Например, если вы простоите 1,5 минуты на споте, где вас могут поиметь в задницу и отправить на респ при условии, что вы должны еще и безопасно вернуться обратно, вы получите 210 экспы и 350 валюты условно. А за ПВЕшный квест, где надо просто без рисков убить 7 мобов и не надо драться с игроками, вы получите уже в 3 раза больше экспы, больше золота и порой даже больше этих фракционных токенов. За опасный ПВП квест 300-500 экспы. За крафт какого-то говна, не выходя из города, 1300 экспы, не путайте. Это база. И самое смешное, что на Альфе было не так. На Альфе самые профитные квесты были как раз таки ПВПшные фракционные, когда целые пачки качались на них и мутузились в регулярном ПВП на этих спотах и по дороге к ним. Кто-то говорил, что якобы никто не дрался на спотах, а все мимо пробегали. Никогда я такого не видел. Без замесов ни одна вылазка не обходилась. И прокачка в ПВП была безумно крутая. Это та вещь, которая мне понравилась на Альфе. И когда мы бегали с Даней Апати, нам было реально весело, несмотря на херовый баланс. Я ждал развития этой механики. Если кому-то не хватало мотивации и никто на спотах якобы не дрался, хотя это бред, просто введите бонус за убийство игрока. Они ввели экспу за убийство игрока, да, при этом почти полностью убив сами ПВП квесты. Но дали бонус, кажется, 5% к экспе за включенный вар-мод. И сугубо в теории это должно работать так, что игроки теперь будут охотиться за другими игроками ради экспы. Но на
на деле нет. Почти никто не врубает PvP режим, кроме тех, кому совсем скучно. Потому что зачем? Валюту за PvE квесты ты получаешь примерно столько же, а экспу проще всего с доски лутать. Какая мотивация в PvP? Фан? Сомневаюсь. Либо я не понял, либо мотивации нет никакой. Мне гораздо проще и быстрее апнуться на PvE квестах без рисков, одеться, а потом уже, может быть, с пачкой PvP квесты поделать, когда мне нечем будет заняться. При том, что в игре полностью отсутствуют PvP локации, нет системы ПК, и вы не сможете подрезать какого-то типа, который тыбзит ваши ресурсы у вас из-под носа. Просто потому, что он не флагнут. Сколько раз мне хотелось ушатать того или иного козла, который воровал мои медвежьи жопы. Но это невозможно. PvP в игре просто никакое. В мире, где идет конкуренция за ресурсы, да. Им либо надо вводить по старинке отдельные чисто PvP-шные сервера, либо возвращать прокачку за PvP квесты, иначе это все теряет смысл. И что самое обидное, PvP в игре с точки зрения скалирования и динамики достаточно хорошее. Это правда. Убивать вражеских игроков очень приятно. Есть крутые тактические фишки, типа присесть или лечь, и твой ник будет не так видно, если только на тебя прям не навести прицел и продержать несколько секунд или подойти вплотную. Засады устраивать прям круто. Плюс в игру заложено скалирование, что позволяет игрокам низких уровней убивать игроков высоких. Правда, да, скалирование пока работает через жопу, но если его починить, само PvP с точки зрения адреналина, импакта, ТТК, оно правда приятное, даже несмотря на многие всратости. Но в нем очень мало мотивации. Без обязательного, навязанного PvP хотя бы в отдельных локациях, оно почти бессмысленное. Баланс фракций жопный. Вот вам небольшая викторина. Как вы думаете, как будут балансировать фракции в игре? Никак. То есть, если какая-то фракция откровенно сосет на глобальной карте, нет никакой мотивации идти в оппозицию и менять положение. Уже с первых дней начинает доминировать какая-то фракция, одна единственная. И поверьте, она продолжит это делать. В Айоне, например, отстающая фракция получала бафы в PvP, чтобы компенсировать зерк вражеской. В ТСО, если какая-то фракция доминирует числом, вы не можете за нее зайти в компанию, есть ограничения. А тут ничего, они даже не пытались это продумать. Как я понял, разрабы рассчитывают на то, что доминирующей фракции просто станет скучно, и они, если не ливнут из игры, то как минимум пойдут играть за другую. Надо ли мне говорить, что это полный бред и это так не работает? В общем, к PvP-системе у меня гораздо больше вопросов, в том числе и к такому контенту, как осады фортов. Но их подробно мы разберем уже во второй части обзора, после релиза игры. Когда вы достигаете 20 уровня, вы можете сходить в подземелье. Всего в игре 6 подземелий на данный момент. Эти самые подземелья амазоны склепали буквально на коленке, чтобы было. Сам лично я тестировал только одно, самое первое. Оно представляет из себя просто Т-образный коридор, где ты убиваешь все тех же зомби и призраков из открытого мира игры, убиваешь тех же самых троллей, или кто это такие хз, и финальный босс тут самый обычный тролль, только более жирный. У него есть несколько ударов, которые милики спокойно ловят лицом, а до рейнджей он вообще не достает. Но еще он призывает аддов, которых все игнорят. Да, босс может кого-то ушатать, адды могут кого-то сожрать. А какая разница, если воскрешать в данже можно бесконечно? Я тоже этого не понял. То есть тут как в ГВ2 или СО. Если ваш персонаж упал, он какое-то время еще лежит и его можно поднять. Надо ли мне говорить, что это полная бредятина и это надо убирать? То есть соблюдение тактик просто никакое. Ну загрызли адды хила, и что? Подняли его, босса пока поводили по арене, он все равно не догоняет. Ну ушатал босс танка, ну подняли его, пока другой кто-то кайтит. Он все равно не догонит. Это какой-то настолько примитивный и всратый уровень, что я просто в шоке. Это воскрешение нужно убирать на релизе, это полная хрень. Да, это самый первый данж, но я пообщался с коллегами, посмотрел записи других данжей. С остальными все так же не очень. В одном данже боссов текстуры загоняют и запинывают. В самом топовом данже с колоссом всего две механики: перенести шарики и лазер лицом оттанковать. Ну и из лужи уйти, да, 2004 год WoW Classic. Я разберу каждый данж подробно во второй части обзора. Может быть, я не прав и там все не так печально, но самый первый данж — это просто ни о чем. Рандом в награде, кстати, тоже дикий дурдом. В игре нет мастер лута, добыча сугубо рандомная и персонализированная. И одному может выпасть две синьки, а тебе зеленка, так еще и нахрен тебе не нужная. Зачем это сделали в подобной игре, я не понял. Ах да, это же в Вове так сделано современном. Своих-то мозгов нет, надо еще что-нибудь из Вов стыбрить, кроме совершенно не вписывающегося в вашу игру вармода.
Еще и рандом дроп с данжа сделаем, а не нормальный, старый, добрый мастер-лут. Дебилы, честное слово. Я в шоке. Ладно, хрен с ним, с квестами и PvP, да и данжи туда же. Есть одна вещь в New World, которая мне действительно нравится. Это сбор ресурсов. И это без каких-либо сомнений лучшая часть New World. Каждое деревце можно срубить, каждый кустик обшарить, каждый камушек поколотить. Конечно, если позволяет навык. Порой очень странно, что ты смотришь на дерево, оно по модельке точно такое же, как и дерево на low-level споте, но ты не можешь его добыть, потому что оно якобы какое-то более особенное. Камон, это такое же дерево. Наймите в штат уже больше художников. У вас дикие проблемы с видами врагов и ресурсов. Так вот, собирательство отменное. Просто так, для души или для расходников, для квестов, неважно. Это интересно и медитативно. Меня тошнит от гринда зомби и ящиков, но сбор ресов в этой игре я обожаю. Это, кстати, одна из причин, почему я хвалил альфу. Я там не пытался много качаться, я очень много занимался собирательством и аутировал в лесочке. Если вы смотрели ролик, я про это рассказывал. И тут мне тоже нравится гриндить ресурсы. Что травку, что деревья, что рыбалка, кстати, которой вроде в альфе не было. Хоть это все максимально примитивно, просто подбежал и нажал кнопку и куришь, пока твой персонаж сам рвет кустик или долбит дерево шотвой Вуди Вудпекер. Или рыбку ловить тоже залипательно. Не обращайте внимания, что персонаж ловит рыбу спиннингом с катушечной системой, которую изобрели только в 1878 году, а у нас тут типа 15 век, котей просто душнило. Ловить рыбку тоже довольно приятно. Ну и складировать это все барахло в сторожку, а потом одной кнопкой обрабатывать ресурсы целой пачкой. Кайф! Но проблема в том, что подобной ебалой я могу заниматься и в других ММО. В абсолютно всех. Вот, типа вообще всех. При этом кучу вещей, которые можно заниматься в других ММО, их тут нет. Тут нет огородов, нет караванов или другой поковозки, нет морского контента, нет маунтов, питомцев, нет коллекционирования, археологии, кучи чего нет. И зачем мне в это играть, если есть игры, где это реализовано уже сейчас и реализовано лучше? Ради мнимой возможности, что это появится в будущем? Ну вот, когда появится, тогда и поговорим. До релиза игры осталось меньше месяца. Когда они это будут добавлять, я не знаю. Ладно, давайте подведем небольшие итоги первой части. Что мне в игре понравилось? Графика и собирательство. Ну и импакт от PvP. Что не понравилось? Все остальное. Квесты, баланс, инсты, прокачка, PvP-система, мотивация и многое другое. Как я уже говорил много раз на стримах, в ролике Миши Эвриэла, New World — это проект, у разработчиков которого нет хоть какого-то конечного видения продукта. Нет понимания, как должны работать механики в своем базисе и как эти механики правильно сочетать. Как делать интересный контент, даже если он состоит из гринда. Как должен строиться баланс, экономика и многие другие вещи. Они понатырили механик из целой кучи игр. Из WoW, из Creation, кусок боевки попытались скопировать с Dark Souls, что-то из Альбиона взяли. Абсолютно все вышло криво, бессмысленно, примитивно, сухо и пресно. Амазоны просто сорят деньгами, но у них нет грамотных людей. Причина простая. В игровом подразделении Amazon царит кумовство. Гейм-директор Майк Фрацини просто друг Джеффа Безоса. Это человек, который вообще никак не относится к игровой индустрии. Он не играет в игры, он не разрабатывает игры. Но именно он стал во главе Amazon Game Studios. Он настолько тупой, что не умеет отличать реальные футажи геймплея от пререндеренной демки. И он просто помешан на финансовых показателях. Он требует от каждого проекта, чтобы тот стал франшизой на миллиард. Хотя при этом лютый скряга, и вместо использования адекватного инструментария типа Unreal Engine элементарного, он требовал, чтобы люди работали на Lumberyard, который Amazon выкупили за копейки. Разумеется, движок себя не оправдал. Движок оказался настолько корявый, что пока он компилировал код и обрабатывал текстурки, разработчики играли в Halo и смотрели Amazon Prime. На выполнение элементарных операций требовалось потратить в 2 раза больше времени, чем на любом другом нормальном инструментарии. Советы хороших менеджеров им игнорировались. ЧСВ у Майка даже выше, чем у автора этого ролика. Разумеется, при таком директоре не может быть и маломальски адекватного коллектива. Да, денег у Амазона хоть жопой жуй, и бюджет New World оценивается еще в $500 миллиарда. Сколько, правда, дошло по факту, неизвестно, учитывая скупердяйство Фрацини. Для игрового подразделения пытались привлечь самых настоящих ветеранов игровой индустрии, завлекая их зарплатой в 2 раза выше среднерыночной. Но, во-первых, бонусов на релизе игры не было никаких, так что большая часть
разрабов пытается лишь усидеть на своем месте подольше, имитируя бурную деятельность. Атмосфера коллектива токсичная и маскулинная, и нормальные специалисты в таких условиях работать не могут и не будут. Текучка, производственный кризис, 3 проекта уже провалились, а New World выглядит при всем при этом как лютый Франкенштейн и держится на искусственном и проплаченном Амазонами хайпе, и за счет того, что это просто релиз свежей MMORPG, коих в последние несколько лет очень мало. Привет, у микрофона Space. В общем, New World выглядит как проект, при разработке которого не совсем понимали цель, а для чего и кого эта игра делается. Причем сам по себе концепт выглядел достаточно выигрышным, с большим количеством возможностей, которые могли бы очень органично вписаться в сеттинг. А по итогу получился в какой-то мере простой в плане порога вхождения проект с приятным визуалом и атмосферой, но при этом начисто лишенный уникальных механик. И нет, увы, механики псевдо-Dark Souls, с которым сейчас New World любят сравнивать, выглядят больше как костыль, нежели что-то интересное. Понятно, что те, кто с ММО-жанром не знакомы от слова совсем, могут получить удовольствие, ведь игра прям пытается сделать вид, что с самого старта ты полностью интегрирован в проект, ведь ты можешь заниматься чем угодно. Так люди и занимаются чем угодно. Рубят деревья, косят траву, копаются в рудниках, делают почти всегда неинтересные шаблонные квесты и неистово радуются PvP с флагами и местными осадами. А с учетом того, что Amazon не особо своими играми может похвастать, Crucible же вообще принесли в жертву в пользу New World, то либо новый мир в ближайшие годы трансформируется до уровня какого-то инновационного проекта, который докажет всем критикам, что проект зря хайли, либо в лучшем случае будет стагнировать в тех рамках, которые были очерчены еще на стадии тестирования. Я больше склоняюсь ко второму варианту, но время все расставит по местам. Но вы можете мне не верить и быть не согласны с моим мнением. Помните, автор нуб, казуал и играть не умеет. А весь обзор лишь попытка докопаться, потому что Амазоны денег не занесли. Да-да. А теперь извините, я хочу допройти сюжет Final Fantasy XIV, а то мне скворечники чемодан занесли, надо отбивать, да и по креейшену ролик готовить, там шариф мне тоже чемодан занес. В New World я, конечно, поиграю на релизе, куда я денусь, потому что мне необходимо рассмотреть high-level контент, все данжи, на осады сбегать и крафт покачать. Да и посмотреть, как Амазоны работают с фидбэком и что они успеют исправить. Ну и хайпануть, чего греха таить. Но делать я это буду без особого энтузиазма и исключительно как повинность. Но что поделать? Далеко не все любят свою работу в определенные периоды. Но делают ее, потому что надо. Спасибо тебе за просмотр. Если все же было интересно, ставь лайк, подписывайся на канал и жми колокольчик для алгоритмов. И чтобы не пропускать новые ролики. Забегай по ссылкам в описании, особенно на Twitch. Увидимся уже совсем скоро в новых роликах. Пока.